Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на октябрь для знака зодиака Стрелец. Давайте посмотрим, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в сентябре. Представители знака зодиака Стрелец. Работать я буду на Таро Акаши. Эта колода имеет доступ к вашим хроникам Акаши. На ней работают на прямых и перевернутых. Давайте посмотрим, какие энергии в октябре. С какой энергией вы входите в октябрь из сентября? Что вас ждет в октябре? Первая декада, вторая декада, третья декада. И энергии, с которой вы выйдете из октября в ноябрь. Хорошо, энергии, с которой вы входите, здесь у вас ложится королева силы, карта у вас прямая. И мы видим, что стоит женщина, которая балансирует энергии Солнца и Луны, и при этом она соблюдает баланс, стоя на льду. Эта женщина может помочь вам добиться великого равновесия или баланса в вашей жизни. Она несет вам великое сочетание мира, силы, творчества, восприимчивости, как в ее энергии, так и в ее поддержке для вас. Иногда эта карта может представлять человека в вашей жизни, вступающего в фазу великой силы и способности выдерживать ее замечательным результатом. Но, как правило, эта карта несет новые роли, возможности. Это может быть продвижение по карьерной лестнице, может быть что-то связано с энергиями, мировым общением, коммуникациями, природа, экология. Но также эта королева силы может указывать на возможное появление любовного интереса или партнера в бизнесе, в творческом проекте. Но это человек, который имеет очень сильное влияние и связи для вас. Да, это может быть тот, кого вы знаете, или кто-то новый. Но так как это энергия, с которой вы входите в октябрь, скорее всего, вы уже знаете этого человека. Но также карта вам сообщает, что у вас появляется или уже есть надежная, мощная поддержка. Но и в это время вам также следует поддержать самого себя. Потому что сейчас вы держите силы Солнца, это у нас творчество, и Луны, а это восприимчивость. И только вы можете управлять энергией своей бесконечной жизни. Может быть, кто-то из стрельцов сейчас или сам занимается какими-то энергетическими практиками, или вот эта женщина помогает вам, может быть, поднимать ваши вибрации. Хорошо, энергия октября, первая декада. У вас здесь ложится четверка роз. По-моему, эта карта была у вас в сентябре. Да, карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что стоят 3 человека перед зеркалом, а отражается только один. Причем вот это отражение на других людей смотрит с каким-то превосходством. То есть вот этот человек, кроме себя, вообще никого не видит. Но так как карта у вас легла перевернутая, она говорит, скорее всего, в вашей жизни был или еще пока есть бездумный, эгоистичный человек. Это может быть в любви, в дружбе, в семье, может быть в бизнес-отношениях. И этот человек строит планы только с точки зрения того, как они повлияют на него или, может быть, на нее. Но так как эта карта перевернулась, она говорит, что вот ваша терпимость к этому человеку наконец-то подошла к концу. То есть вы поняли, что из-за того, что вы себя мало ценили, уважали, вы притянули в свою жизнь такого человека, который вообще не способен давать. То есть вот сейчас вы готовы давать себе. Теперь вы больше осознаете свои приоритеты и готовы принять меры, которые вознаградят уже вас.
То есть вы больше не желаете, чтобы вами пренебрегали, унижали. Да, может быть, вы сначала начнете колебаться, может быть, реально человек вам дорог. Но вас призывает быть сильными и предпринять шаги, чтобы оставить этого человека позади себя. Поймите, этот человек никогда не изменится. Вы просто оттягиваете неизбежное. Вот когда вы отнесетесь к себе лучше, вы заявите Вселенной, что вы достойны лучшего. Вот сейчас вас призывают честно посмотреть в это зеркало и понять, как отношения с этим человеком влияют на ваше будущее. Вторая декада октября. У вас здесь ложится тройка силы. Карта называется The Bird's Nest. Это птичье гнездо, и карта у вас прямая. Мы видим, что птичка свела гнездо, вывела птенчиков, ну и их кормит. В прямом положении карта может давать вам сигнал сосредоточиться на запуске новых вещей, может быть, на расширении. Это может быть расширение вашего бизнеса, новых друзей, может быть, внутри вашей семьи. Да, но для этого нужно будет приложить некоторые усилия. Вот это гнездо должно быть построено. И самое главное, вы должны быть открыты вот для этих новых дополнений, которые к вам идут. Может быть, к ожидаемым детям, к обновлению вашего дома. Это может быть ремонт, постройка. Или, может быть, вы будете нанимать новых сотрудников, открывать новые точки бизнеса. Может быть, даже новые места для работы. Карта говорит, что бы это ни было, оно того стоит. Потому что вот эти вот расширения принесут в вашу жизнь много радости. Да, но также это могут быть духовные расширения. Потому что никогда не поздно расширять сеть нашей духовной семьи, друзей, наставников. Вознаграждение такого рода расширений, они безграничны. Да, вот третья декада у нас ложится шестерка ключей. Эта карта называется растущая луна. Ну, а когда она переворачивается, то она ложится в позиции убывающей луны. Но мы знаем, что луна, она циклична. То есть вот третья декада октября могут быть какие-то задержки. Это может быть небольшое время какого-то упадка, убывания, снижения. То есть луна убывает, и приливы чего-либо тоже убывают. Энергия, деньги, может быть, даже творческие приливы какое-то время будут напряженными. Может быть, вам будет казаться, что кругом преграды, поэтому карта призывает вас: экономьте свою энергию, не тратьте ее на бесполезные действия. Хотя вам может показаться вот это вот время задержки сложным, но мы знаем, что, вот я говорю, Луна-то она циклична, и как только Луна поменяет свою фазу, то для вас наступит время роста и развития. А сейчас, пока карта говорит: отдохните, экономьте свои силы, продумайте все. Время для расширения роста, оно обязательно придет. И энергия, с которой вы выходите, здесь у вас ложится 11-й старший аркан. Карта называется Ковчег Завета, но она у вас перевернутая. Здесь карта может показывать какой-то разорванный контракт или, может быть, неудачный юридический договор, перевод. Тут самое главное, карта говорит: будьте осторожны с людьми, которые будут заниматься вашими финансами, вложениями или другими вещами, которые для вас ценны. Тут люди могут быть небрежны с документами, но не обязательно с желанием вас обмануть. Но так как это старший аркан, здесь идет ссылка на вашу карму. Когда ковчег переворачивается, то вам сообщают, что у вас разорван контракт с вашим высшим Я. Или вы избегали проработку вашей кармы, или, может быть, отложили свою высшую цель в сторону. Может быть, вы были слишком заняты, или для вас показалось это очень трудно. Или же вы сознательно руководствовались своими страхами, эмоциональными потребностями, а не тем, что лучше для вас. Вот сейчас для вас пришло время проснуться и обновить вот это ваше соглашение, вот этот завет. Не только словом, но и делом. Потому что ваша жизнь просто не будет двигаться, если вы не восстановите связь с вашим высшим Я. Так у нас получился прогноз для стрельцов. Я благодарю вас за внимание. Всем хорошего.